Сегодня, как обещала, практики для того, чтобы научиться удерживаться на троне достоинства, несмотря ни на что. Ссылка на этот плейлист есть в описании. Направьте внимание на свой внутренний центр. Соединитесь с ним. Напомните себе о своем божественном достоинстве. Повторите несколько раз: «Я бесценен для единой творческой силы. Я бесценен для Бога». Вы закрепляетесь в своей внутренней опоре. Почувствуйте это. Теперь повторите несколько раз: «Я по праву занимаю трон, данный мне источником творения». Так вы входите в состояние спокойной силы, уверенности и достоинства. Когда почувствуете это, вспомните какую-нибудь недавнюю ситуацию, когда кто-то вас критиковал, ругал, осуждал или как-то по-другому провоцировал на негатив. А вы смотрите на эту ситуацию со своего золотого трона. Повторяйте про себя, что вы бесценны для Бога. Если начнете сползать со своего трона, если обида, раздражение, злость или другие деструктивные чувства поднимаются у вас в груди, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и восстановите себя на троне своего достоинства. Повторяйте упражнения до тех пор, пока не войдете в состояние неуязвимости, когда слова собеседника уже не задевают вас. Тренируясь таким образом в воображении, вы заметите, что и в реальности становитесь все устойчивее к осуждению и критике. Ведь вы частица Бога, а Бог не утратит своего величия, кто бы что ни говорил о нем. Кроме того, ваше новое внутреннее состояние не позволит вам самим осуждать и критиковать. Так вы не будете привлекать провокаторов, и они исчезнут из вашей жизни. Конечно, процесс восстановления чувства собственного достоинства требует времени. Но если вы начнете делать это, то каждый день будете получать от Вселенной очень ощутимое чувство поддержки и подсказки, чтобы вы не забывали, кто вы такие. Мы все вместе со всем мирозданием составляем единого Бога. Как крошечная искра сохраняет все свойства пламени, так и каждый из нас вмещает в себя все величие Бога. Величие Бога – это ваше величие. Восстанавливая чувство собственного достоинства, вы приводите к норме свою самооценку и становитесь равноправными сознательными творцами. Тысячелетиями нам внушали, что Бог – это гневный мужчина, а мы его рабы и должны стоять перед ним на коленях. Это очень вредный миф. Теперь мы обретаем свое подлинное величие. Когда у вас есть достоинство, вам не нужно самоутверждаться, унижая других. Вы знаете, что каждый человек несет в себе искру Бога и имеет свой трон. Все рано или поздно вспомнят об этом и о том, что все люди едины и равноправны в Боге. Все мы имеем право на собственную свободную волю. Единая творческая сила не препятствует этому и не карает за это. Но мы же сами и проигрываем, если начинаем сопротивляться закону Вселенной. Закон прост. Это тотальное принятие того, что есть, и благодарность. Это и есть безусловная любовь.
Если бы хоть одна частичка мироздания не соблюдала этого закона, оно бы перестало существовать. Это делает только человеческий ум. Под его руководством что-то вы принимаете, но гораздо больше того, что вы не принимаете в этом мире. И вы не чувствуете благодарности к источнику мироздания за то, что у вас есть. Никто вас не будет наказывать за это. Но вы так сами создаете свои страдания. А тому, кто нашел в себе Бога, не нужно похвалиться и кричать о своем могуществе. Подлинное достоинство не кичится и не ставит себя выше других. Подлинная сила не размахивает кулаками. Каждый может найти в себе силу и мощь источника творения и сам посвятить себя в его партнеры. Ритуал самопосвящения в партнеры источника творения. Осознайте, что единой творческой силе не нужны рабы и не нужны жертвы. Ей нужны равноправные партнеры, которые творят реальность вместе с ней, а не сопротивляются ей. Вы твердо решили обрести божественное величие и стать для Бога равноправным партнером. Ритуал займет несколько минут, но это должны быть важные и торжественные минуты в вашей жизни. Подлинное партнерство – это неформальное соглашение о сотрудничестве. Вы восстанавливаете свое единство со своим высшим высокочастотным «Я». Создайте торжественную обстановку по своему усмотрению. Скажите вслух, что вы намерены восстановить творческий союз со своим высшим «Я». Спросите у себя самих согласие на это. Ответьте «да». Спросите у вашего высшего «Я» согласие на это. Не сомневайтесь, вы почувствуете ответ «да». Торжественно объявите, что отныне и навсегда творческий союз единства между вами и вашим высшим «Я» восстановлен. Теперь ваша партнерская роль как человека – привносить в пространство материального мира высокочастотные энергии. Роль вашего высшего «Я» – показывать вам самые благоприятные пути, предостерегать от неудачного выбора, давать защиту. Учитесь чувствовать эти подсказки и слушаться их, а не то, на чем настаивает ваш ум. Живите в мире со своим высшим «Я», а это значит жить в мире и с самим собой, и с Богом, и со всем мирозданием.